Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. Я Борис Марцинкевич, всем добрый день. Третью АЭС в Казахстане будет строить Китай. Как сообщил первый вице-премьер Роман Скляр, на данный момент прорабатывается место дислокации. Борис Леонидович, пожалуйста, проясните, снимите завесу тайны. Как это так? Столько копий сломано над первыми двумя АЭС от Росатома, и вот так легко Казахстан объявляет о строительстве третьей, без какой-либо конкурсной процедуры, и прям Китай, прям место они выбирают. Это вообще, что это за несправедливость такая? Напоминаю, что Казахстан волен принимать те решения, которые считает необходимым. Давайте пару слов о том, как его энергосистема выглядит. Для многих загадка, не все на карте Казахстана способны найти. Так сложилось исторически, что объединенная энергосистема Казахстана – это три энергетических района. Север, прилегающий к нашим объединенным энергосистемам Урала и Сибири. И вот здесь политики могут говорить что угодно, но у нас границы между нашими энергосистемами просто нет. Энергосистема Казахстана исторически сложилась из трех отдельных энергетических районов. Север Казахстана прилегает к нашим объединенным энергосистемам Урала и Сибири. И чтобы не рассказывали политики, границы здесь просто не существует. Объем перетоков в двух синхронизированных зонах единой энергосистемы России и объединенной энергосистемы Казахстана в любых объемах, которые позволяют линии электропередач. Что характерно, состояние энергосистемы у нас приблизительно одинаковое. Опять же, кто бы что бы ни рассказывал о наших самостоятельных путях развития. Как и в России, в Казахстане 75% электростанций имеют возраст от 40 лет и выше. Как и в России, потери в линиях электропередач до 15%. Это специально для тех, кто уверяет, что Казахстан некая темная деревня, где ничего не знают. Мы абсолютно одинаковы, к сожалению. Или к счастью. К счастью, потому что мы можем вместе решить эти проблемы. Вторая часть – это юг, наиболее населенный и входящий в состав объединенной водно-энергетической системы когда-то Средняя Азия, сейчас Центральная Азия. И Запад, то, что прилегает к Каспию, тоже отдельный энергорайон. Связи между ними есть, это линии электропередач класса 500 киловольт, но их явно недостаточно. Наибольшие проблемы с энергодефицитом на юге. Из-за высоких потерь в линиях электропередач дотянуться до туда мы просто не можем без существенных потерь. Вот так как-то сложилось. Если говорить о том, что такое Казахстан для нас это сейчас крупнейший по объему импортер электрической энергии. Раньше был Китай, но мы, сумев добиться того, что у нас развивается Дальний Восток, поставлять в таких объемах просто уже не можем, нечего. Все до себе, как говорят наши южные братья, или не братья. Если обычный объем поставок составлял 3,5 миллиарда киловатт-часов, то сейчас 0,6-0,7. Вот оцените темпы развития нашего Дальнего Востока. А теперь крупнейший Казахстан. Причина – зимой не хватает электроэнергии, причем не хватает в часы пик. Обратные поставки тоже идут, но расчет по киловатт-часам сейчас не приводит к расчетам по деньгам, потому что спрос в Казахстане в основном в часы пик, моменты пикового спроса, максимальная цена, рассчитываться киловатт-часами он может только в ночное время, когда тариф минимальный. Что требуется Казахстану для того, чтобы его энергосистема представляла собой единое целое? Наращивать линии электропередач раз. И что касается месторасположения первой атомной электростанции на озере Балхаш, она географически ровно по центру этой трассы. И в этом случае, конечно, надежность намного выше. Если этого не делать, будем наблюдать то, что было около года назад, когда авария на тепловой электростанции в Узбекистане привела просто к отключению северной части Казахстана. Нужна была электроэнергия, ее не было, быстро выправили, договорившись с системным оператором России, чтобы подали электроэнергию не снизу, а сверху. Неустойчиво. Здесь понятно. Что касается первой атомной электростанции, да, было решение тендерной комиссии о том, что работать будет международный консорциум во главе с Росатомом.
По второй и третьей, а именно столько необходимо, по мнению Министерства энергетики Казахстана, для того, чтобы стабилизировать энергосистему и дать ей возможность развиваться, тендерные комиссии не заседали, поэтому заявления отдельных, даже очень высокопоставленных чиновников можно принимать во внимание, можно не принимать. В соответствии с тем положением, которое есть в самом Казахстане, необходимо создавать тендерную комиссию, необходимо проводить тендерный отбор. Пока, собственно говоря, заявки со стороны Казахстана оформлено не было. Если с первой атомной электростанции все более или менее понятно, и с местоположением, и с мощностью два блока БВР-1200, то есть 2,4 гигаватта, то со второй и с третьей предстоит только определяться. Так что, на мой взгляд, это заявление сугубо политическое, э, тем более, что если залезть на сайт, если зайти на сайт казахский, то можно увидеть, услышать, как закончилось это выступление, достаточно тоненько, по-восточному. Будем надеяться, что Россия не будет испытывать финансовые затруднения, как в случае со строительством угольных электростанций. Да, это троллинг, но он совершенно, к сожалению, справедлив, потому что, напомню ситуацию, опять же, кто бы, какое отношение к Казахстану не имел политическое, у нас портал не посвящен политическим отношениям, напоминаю. В апреле прошлого года было подписано межправительственное соглашение. Еще раз, для тех, кто в танке, для тех, кто плохо слышит. Межправительственное – это два правительства. Это не Василий и Абай подписали, а два министерства энергетики Российской Федерации и Республики Казахстан. О том, что будет строиться 3 угольных электростанции на территории Казахстана в 3 городах, общая мощность 980 гигаватт, предварительно оценили стоимость в $2 миллиарда США. Понятно, что расчет будет идти в национальных валютах, просто как ориентир. В июне с российской стороны в качестве исполнителя была определена компания «Интеррау», полностью государственная, с казахстанской стороны «Самрук-Энерго». При подписании межправительственного договора предусматривалось, что финансирование будет со стороны банка ЕАБР, нашего банка Евроазиатского экономического союза. Больше сообщений по поводу финансирования не было. В открытых источниках нет никакой информации, ни сообщений от банка ЕАБР, ни от компании «Интеррау», ни от кого бы то ни было еще. Судя по происходящему, по каким-то причинам ЕАБР из этого проекта вышел. Что в таких случаях может предпринять компания «Интеррау»? Ну, пункт первый. Обратиться к правительству о том, что такая ситуация произошла, обязательства по договору надо каким-то образом выполнять, и неплохо бы субсидировать тот кредит, который может компания «Интеррау», как любая другая, взять наших коммерческих банков. Комментариев от Минфина нет, комментариев от «Интеррау» нет. Есть комментарии от казахстанской страны, которая не понимает, что такое кредит 25% годовых для строительства электростанции. Действительно очень сложно понять, для чего надо замораживать экономику, почему мы не можем справиться с тайфуном по имени Эльвира. В соответствии с тем договором, который был подписан, он не опубликован, в открытых источниках найти невозможно, но можно предполагать, что общестроительные работы берет на себя Казахстан, оборудование для электростанции поставляет Россия. Вариантов на самом деле не было, нельзя сказать, что Казахстан имел огромный выбор. Планируется использование экибастузского угля, месторождение никуда не делось, угля по-прежнему более чем достаточно, и совершенно логичное решение, чем его ввозить через пространство, сначала по казахстанской железной дороге, потом по российской, платить все эти тарифы, проще использовать на месте с тем, чтобы получить конечный продукт, киловатт-часы и калории тепла. У этого угля зольность 42%. Такое оборудование в советские времена специализировался Подольский машиностроительный завод. Документация заводская в порядке, все в порядке. Если не переходить на более современные виды электростанций. На всякий случай напоминаю, что в том случае, если строить по тем технологиям, которые были разработаны в 50-е и 60-е годы, то есть до критические параметры пара, будем считать, что расход угля для производства киловатт-часа 100%. Если использовать те технологии, которые имеются в России, но не развиваются, те технологии, которые имеются в Китае, где они реализованы,
расходы угля при ультрасверхкритических параметрах минус 30%. Это, соответственно, минус 30% выбросов углекислого газа, если говорить еще и о зеленой составляющей. Россия этого предоставить не может, хотя Подольский машиностроительный завод готов выпускать котлы и для сверхкритики. Это другие сплавы, потому что другое давление, другая температура, Подольск готов. Сплавов нет. Так получилось. Вот такая ситуация. На мой взгляд, она совершенно парадоксальна. Россия совершенно уверенно строит атомные электростанции за рубежом, угольную электростанцию построить не может. Я не знаю, как мы этого добились, но вот такой результат. То, что в ответ партнеры, в данном случае Казахстан, ведут себя так, как ведут, я не вижу никакой логической несостыковки. Им нужна электроэнергия. Мы подписали договор о том, что построим угольные электростанции. И не можем этого сделать. Что касается угольных электростанций, общестроительные работы начаты. Ну, тут как бы удивляться нечему, потому что котлован, фундамент и так далее, это можно начинать сейчас. Даже если будет задержка с поставкой оборудования, ничего страшного, бетон крепче станет. Будет ли искать Казахстан другие варианты поставки? Ну, наверное, попробует, хотя он пробовал и до этого. Проблему решить не удалось. Обращение ко всевозможным европейским структурам на финансирование строительства угольной электростанции можете представить, какой там был отзыв, сколько человек упало в обморок, сколько инсультов и инфарктов хватило. Потом выяснилось, что есть решение экономического отдела ЦК Компартии Китая о том, что не будет финансироваться строительство угольных электростанций за рубежом. Вот после этого последовало обращение к России. Как сейчас, повторяюсь, у нас нет никаких комментариев ни от Интеррао, ни от Министерства энергетики, ни от Министерства финансов, ни от банка ЕАБР. Для чего такая тайна, я не знаю. Как развиваются отношения к России в связи с этими событиями в Казахстане, ну, наверное, можно догадаться. Повторяюсь, не потому, что в Казахстане все плохие или все хорошие. Россия подписала межправительственное соглашение и не выполняет его. На мой взгляд, это ближе, ну, сложно говорить, за меня все сказал Сергей Викторович Лавров. Вот такое впечатление. Что касается атомных электростанций, то вариант с тем, что вторую атомную электростанцию будет строить Китай, то есть опять международный консорциум, но во главе на этот раз не Росатом, а China National Nuclear Corporation, CNNC, это не просто логично, это, на мой взгляд, может стать началом достаточно серьезного сдвига в мировой атомной энергетике. Не секрет, что больше всего атомных электростанций в настоящее время строит Россия, то есть Росатом, и три корпорации атомные Китая, одна из них ведущая, полностью государственная, CNNC. Можно говорить о разных вариантах консорциума, но просто напомню, что впервые Росатом и CNNC начали совместный проект на атомной электростанции Тяньшань по результатам договора, подписанного в 1997 году. То есть опыт сотрудничества у нас больше, чем четверть века. Тем более, что мы только что видели, что произошло на Аккую после того, как германская компания Siemens отказалась выполнять свои обязательства по поставкам. Она кивала на некие сложности с собственным правительством, но, собственно, никого это не интересовало. Ждать никто не стал. Все оборудование для электрической части атомной электростанции перезаказали в Китае. Пошла сдвижка вправо, потому что, разумеется, государственный регулятор Турции должен был убедиться в качестве китайского оборудования. Убедился, поехали. Если мы смотрим на то, что происходит в Казахстане, там никто не будет ждать никакого Сименса. Есть пара из двух атомных консорциумов, атомных корпораций, которые умеют работать не только в соответствии со сроками договора, но даже сдвигать их влево, что в истории 21 века ни разу нигде не было. Третий и четвертый блоки атомной электростанции Тяньшань построены с опережением на 4 месяца на фоне контрактных обязательств, без выпадения качества. Это что касается первой атомной электростанции для Казахстана. Если перевернуть в обратную сторону и CNNC во главе консорциума Росатом на субподрядных работах, то что меняется?
Казалось бы, немного, но опережение графика состоялось только в связи с тем, что стороны сумели очень жестко распределить, кто что выполняет. Росатом целиком и полностью отвечает за ядерный остров, за корпус реактора, за внутрикорпусное оборудование и так далее. За электрическую часть отвечали китайские энергомашиностроители. Справится ли CNNC со строительством за рубежом? Для них это первый опыт, если не считать Пакистана, но отношения Пакистана и Китая таковы, что, ну, как бы это помягче сказать, вряд ли условия в Пакистане сильно отличались от тех, которые имеются в Китае, в силу самых разных обстоятельств. Здесь предстоит пройти процедуру лицензирования. Причем, что Росатому с нашими ВВР-1200, если будут строиться именно они, а не ВВР-ТОИ или не ВВР-1000, но в любом случае процедура лицензирования должна пройти, таков порядок установлен МАГАТЭ, его соблюдают во всем мире, даже настолько безумные страны, как США и Франция. Это значит, что сначала должна быть лицензирована технология, затем непосредственно привязка технологии к конкретной площадке, либо совмещенная лицензия. Опять же, решение зависит от того, как для себя сочтет необходимым Казахстан. Понятно, что лицензирование в два этапа – это потеря времени, но в любом случае мы сейчас можем только гадать, хотя было достаточно серьезное заявление со стороны Казахстана, что рассчитывают на разработку условий обязывающего контракта до конца этого года. Успеют с такой скоростью все согласовать? Посмотрим. Что это означает для Китая, еще раз повторюсь? Если пройдет процедура лицензирования за пределами Китая, это будет уже не Пакистан, у компании CNNC появляется экспортная возможность. Если, конечно, способности на это хватит, если вытянут машиностроителя и так далее, и так далее. Но с учетом того, как работает Китай, сомневаться в этом особо не приходится. В том случае, если на территории Китая будет работать консорциум в составе Росатома и CNNC, в составе CNNC и Росатома, может быть, те противоречия, которые имеются у Росатома и CNNC, будут сглажены. Если будет работать вот такой дуэт, финансовая мощь и машиностроение электрической части Китая и все, что касается ядерного острова со стороны России, остановить такой думвират будет очень сложно. Очевидным образом, что в этом проекте может найтись место и для самого Казахстана. Если, опять же, кто-то из неуважаемых комментаторов будет рассказывать о том, что Казахстан не настолько развит, чтобы идти в атомную энергетику, ну, первое пожелание – сходите обязательно к психиатру, проверьте, все ли с вами в порядке. Тот, кто время от времени на наши передачи заглядывает, в курсе, что в Казахстане работает 3 исследовательских атомных реактора. В Китае открыт филиал Московского инженерно-физического института. Тот, кто смотрит нашу передачу, в курсе, что в Казахстане работают 3 исследовательских реактора еще с 50-х годов прошлого века. В Казахстане открыт филиал Московского инженерно-физического института. В Казахстане работала первая атомная электростанция с реактором на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Китай 1,5 десятка лет лидер по объемам добычи урановой руды. В Китае создан банк обогащенного топлива совместными усилиями России, Китая, России, Казахстана и МАГАТЭ. В Китае производят до 200 тонн готового ядерного топлива для китайских атомных электростанций по французским технологиям. Напоминаю, что первое поколение атомных электростанций, построенное в Китае, строилось по французским технологиям. Здесь совпадение. Очевидно, что место для Казахстана в большой атомной программе точно найдется. Во всяком случае, Урбинский комбинат в советские времена давал такое качество топливных таблеток, до которого новосибирский наш завод добирался в течение лет так 5, просто чтобы догнать по качеству. По-прежнему специалисты на месте, по-прежнему качество великолепное. Будет ли это еще один завод по фабрикации ядерного топлива, теперь уже для самого Казахстана? И такое может быть. Будет ли это завод для фабрикации топлива по российским технологиям? Тоже вполне возможно. Обогащение по-прежнему, ну, что касается производства ядерного топлива для китайских атомных электростанций, то здесь опять границы отсутствуют. Казахстан добывает
природную руду, обогащает, то есть освобождает от пустой породы, отправляет в Россию на обогащение по делящемуся изотопу уран-235, получает обратно, формирует таблетки, производит топливо. Вот где здесь разделение? Я его не вижу. Есть дополнительная загрузка для предприятий Росатома, ничего плохого в этом тоже нет. Деньги лишними не бывают. Росатом, какой бы богатой корпорацией ни был, тоже должен зарабатывать для реализации всех своих проектов. Вот если вкратце. На самом деле тема значительно более обширная, но то, что я вижу негативного, вы можете соглашаться с моей оценкой, можете не соглашаться. То, что Россия не имеет возможности выполнить подписанное межправительственное соглашение, на мой взгляд, крайне негативно. Разговоры о том, что мы построим в долг Казахстану, ему нечем будет рассчитаться, это разговоры в пользу слабых разумов. Напоминаю, что только на транзите нефти в Китай через территорию Казахстана с использованием нефтепроводов, проложенных Казахстаном, Роснефть экономит в год от 200 до 300 миллионов долларов. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы с 10 миллионов тонн ежегодного транзита увеличить еще на 2,5 миллиона тонн. Только этим Казахстан может уверенно закрыть любые затраты на строительство угольных электростанций. Я уже не говорю о том, что у Росатома 4 совместных предприятия с Казатомпромом, и на день сегодняшний именно Казахстан обеспечивает урановой рудой, необходимой для производства топлива для всех зарубежных атомных электростанций Росатома. Для себя мы добываем сами, все, что за рубежом, мы добываем за рубежом. Такова логика. Я могу продолжать список того, что мы делаем совместно с Казахстаном. Если особо, я бы так сказал, альтернативно умственно одаренные комментаторы смогут привести пример хотя бы одного межправительственного договора, который не выполнен со стороны Казахстана по отношению к России, предлагаю взять с полки пирожок. Я такого примера не нашел. До этого момента, до ситуации с угольными электростанциями, все, что Россия и Казахстан между собой подписывались, выполнялось безукоризненно. К сожалению, сейчас вот такая история, которая, мягко будет сказано, репутацию России точно не украшает. Досадно. Вот такая ситуация. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте размещать наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже поддержка для нашего проекта. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго.